Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Единички. Так какая глубокая истина о твоей жизни скрыта от тебя сейчас? Ну знаешь, чего ты сейчас не видишь? А ты не видишь, что твоя стабильность — это клетка. То есть у тебя есть все: семья, там, деньги, тыл надежный, но внутри ты задыхаешься. Вот эта твоя комфортная жизнь, она душит твою настоящую суть. И карты говорят, что ты привязана к родовым традициям, которые тебе не принадлежат. Там твои бабушки, твои деды, они построили вот эту крепость благополучия, но тебе невыносимо там жить. И ты сейчас подсознательно чувствуешь ужасную вещь. Ты хочешь уйти. Не физически, а эмоционально хочешь себя отрезать от вот этих ожиданий. Этот уют семейный — это тюрьма для твоей души. И ты это знаешь, только ты не признаешься в этом. Ты боишься разрушить то, что создали поколения. Но правда в том, что ты не можешь дышать в этих стенах. Твоя душа, она свободы хочет, а не золотой клетки. И ты пытаешься убедить себя, что все там хорошо, но внутренне ты уже чемоданы собрала и на дверь смотришь. Это не кризис, нет, это прорыв к себе настоящий. Так почему эта истина приходит к тебе вот именно в этот момент? Сейчас она приходит потому, что ты созрела. Вот посмотри. Ты вырастила корни, да, вот в материальном мире я имею в виду. Ты сама стала королевой своей реальности. Работа налажена, карьера, я имею в виду, деньги есть, и ты научилась ими управлять. И вот теперь Вселенная, она дает тебе право на бунт. Вот этот паш мечей, он прям прямая, как говорится, дорога, прямое указание, что хватит копить, пора действовать. А ты накопила столько силы и мудрости, что пришло время, как говорится, правду резать. Твой ум сейчас вот как ножик острый. Ты анализируешь все без всяких вот этих эфемерных замков, иллюзий и так далее. Вот раньше ты боялась признать правду, потому что не было запаса прочности. А сейчас ты финансово независима, эмоционально ты закалилась, и тебе просто некуда дальше расти в этой роли хранительницы очага. А твои предки через гены передают тебе сигнал, что хватит нести наш крест, живи своей жизнью. И это не случайность, это расчет Вселенной. Ты достигла потолка в старом сценарии, и вот тебе дверца открылась. Как эта истина полностью изменит твой путь, когда ты ее примешь? Знаешь, будет больно. Но ты выйдешь новой. Тройка мечей — это вот разрыв всех старых связей, которые тебя душили годами. Ты разорвешь отношения с теми, кто держал тебя в рамках приличной женщины. Будешь плакать ночами, чувствовать предательство, как и свое тоже предательство. Но затем произойдет суд, то есть полное перерождение. Сбросишь ты вот эту кожу, которую носила для других. Старые подруги отвалятся. Семья тоже может отвернуться, но это будет правильная боль. После этого ты начнешь жить по своим правилам, а не по навязанным. И твои таланты, которые хоронили под вот этим гнетом обязанностей, они вырвутся наружу. И дело ты создашь, о котором даже мечтать не могла. Твоя духовность проснется.
Начнешь вещи и сны видеть, другим помогать выходить из вот этих же, таких же клеток. Это будет путь воительницы, которая прошла сквозь вот этот ад отчуждения, понимаешь? И больше не будешь ты удобной, станешь собой и без компромиссов. Это будет лучшая версия тебя. Обязательно приди в проживание арканов, проработай все затыки. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Перейдем ко второму варианту. Двоечки. Какая истина скрыта от тебя? А тут твоя главная слепота — это то, что ты реальную власть свою не видишь. У тебя, знаешь, такая, ты уперлась в такую мысль, что успех только через работу с людьми будет. Вечно ищешь одобрение якобы экспертов, боишься брать бразды правления в свои руки, да? Тебе всегда нужен кто-то, кто тобой управляет, грубо говоря. И прямо сейчас ты стоишь на пороге прорыва. Но твоя собственная неуверенность, она мешает тебе стать вот этим архитектором своей жизни. Вот по картам у тебя все есть для создания системы, которая будет на тебя работать. Есть конкретные навыки у тебя, поддержка людей проверенных, способность вот структуру сделать. Но проблема в том, что ты делегировала право решений другим. То есть позволила каким-то там внешним авторитетам определять твои границы. И за вот этой маской скромности прячется страх взять ответственность за свою судьбу, за свою жизнь. Ты же можешь больше, чем ты показываешь, но ты блокируешь это знание из-за старой там какой-то программы. Я только маленький винтик во всей этой системе механизма. Перестань ждать оценок, перестань ждать там согласований с кем-то. Истина, она в том, что ты уже готова стать императрицей своего мира, без всяких компромиссов, скидок и прочих вот этих всех. Почему именно сейчас в этот момент приходит эта истина? А потому что время пришло. Потому что ты достигла уже критической точки накопления своего опыта. Солнце тебе прямо в лицо светит. Ты прошла все уроки, чтобы распаковать свою внутреннюю жрицу. До этого момента ты просто готова не была принять масштаб своего влияния. И твоя интуиция это тебе кричит через всякие знаки. Там, например, там видишь 11, сны повторяющиеся, про потерянные ключи, озарения внезапные, инсайты. Вселенная, она специально синхронизирует твой свет внутренний с внешними возможностями. Тебя вот сейчас ведут за ручку к проектам, где ты будешь не исполнителем, а создателем правил игры, понимаешь? Истина, она ломится в твою жизнь, потому что, ты переросла старые роли, что тут говорить. Потому что твое высшее «я», оно требует выхода из этой клетки ограничений. И тебе открыта, как говорится, открыта дорога для пересмотра договоров с родом. Особенно с отцом или дедом, которые вот эти установки «не высовывайся» и так далее, они блокируют твою личную власть. Не высовывайся, это было тогда, сейчас не надо так делать. Понимаешь? Как эта истина полностью изменит твой путь, если ты ее примешь? Неузнаваемой станешь. Вот приняв вот эту правду, ты запустишь процесс тотальной пересборки своей жизни. Умеренность, она даст тебе мудрость не рушить все сразу, да, а плавно энергии перенаправить. Научишься сочетать стратегию с действием, терпение с напором. А колесница, она как раз разгонит твою реальность до скорости, как говорится, до скорости света, который ты сейчас себе даже представить не можешь. Ты будешь одновременно, то есть, держать курс и адаптироваться к препятствиям без всякой вот этой потери скорости, понимаешь?
А что рухнет, это, знаешь, токсичные рабочие отношения рухнут. Где ты играла, как говорится, вторую скрипку. Ты выйдешь из тени там коллег, наставников, создашь собственный проект, где будет четкая структура, распределение ролей четкое. По деньгам тоже перелом произойдет. Ты начнешь зарабатывать больше, просто перестав следовать чужим советам, схемам и так далее. В любви тоже новый этап. Перестанешь привлекать вот этих, как сказать, абьюзеров, да, контролирующих партнеров, потому что ты сама станешь источником власти. И главное изменение — ты избавишься от этого синдрома самозванца. Начнешь места занимать, которые по праву твоими должны быть, понимаешь? То есть кабинет начальника, там первое место среди всех и так далее. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки у нас пострадашки. Какая глубокая истина о твоей жизни сейчас скрыта от тебя, а ты сейчас в полной слепоте. Причем насчет главной своей ловушки. Ты же сейчас добровольно себя в эмоциональном рабстве держишь. И это не про мужчину или работу, нет, это про твою зависимость от травматичных паттернов, которые ты сама же и создаешь. Потому что ты застряла в цикле саморазрушения через свои мысли навязчивые и приковала себя к своим же страхам цепями ментальными. Карты показывают, что ты осознанно блокируешь свою силу, потому что ты вот подсознательно боишься ответственности за собственную свободу. И вот твоя главная иллюзия, что у тебя выхода нет. Но знаешь, в чем правда? Ты запрещаешь себе этот выход видеть. Ты вот знаешь, вот как если взять буквально, да, вот у тебя дверь, вот выход, а ты глазки закрываешь и говоришь: я не вижу, а где дверь. Вот примерно вот так. Ты буквально себя удерживаешь в зоне комфортного страдания, где можешь жаловаться, что жизнь не та, мужики не те, все не то, и не меняться. Особенно жестко это проявляется вот в деньгах и отношениях. Ты на крошки соглашаешься, потому что ты убедила себя, что ты недостойна большего. Это не ограничение откуда-то извне, нет. Это твой собственный выбор цепляться за токсичные схемы, которые когда-то тебя спасли. Почему это приходит именно сейчас? А потому что Вселенная тебя по голове бьет. Потому что ты дошла до критической точки вранья самой себе. Ты врешь сама себе. Твои страхи подсознательные, они наружу вылезли. Через конкретных людей, там, коллега, который твои тайны сливает, да, через подругу, которая за твоей спиной всякую херню несет. Они просто зеркалят твой внутренний саботаж. А почему сейчас именно? Потому что ты накопила столько скрытых манипуляций, включая и самообман, что вот энергия лжи, она начала отравлять твое биополе. Это и по твоему здоровью можешь заметить. Постоянно голова чаще начала болеть, да? Бессонница, с кожей проблемы. Это прямые признаки того, что тело кричит о перегрузке. И твой дух, он специально довел тебя до такого состояния, чтобы ты наконец-то увидела схему, что все твои якобы хитрости по избеганию правды, они привели к тому, что ты запуталась в паутине собственных иллюзий. И сейчас как раз момент, когда можно сломать эту схему. Ну, либо окончательно потерять связь с реальностью. Тут уж твой выбор. Как это все изменит твой путь, если ты примешь? Ну, знаешь, резкий и жизненный, но необходимый перелом. Сначала будет жестко. Тебе придется выйти из всех токсичных ситуаций, где ты привыкла жертвой быть. Ожидай, кстати, денежного провала на старте.
Возможно, потеря нечестного дохода или там разрыв с людьми, которые тебя использовали. Но это очистительная бедность. Она выбросит все лишнее, чтобы ты встала на ноги, как говорится, без костылей. А дальше произойдет магия. Ты создашь абсолютно новую свою реальность, где каждая копеечка будет твоей, причем по праву, а отношения будут строиться на честности. Ты перестанешь от этого чужого мнения зависеть, начнешь зарабатывать в разы больше, потому что ты обозначишь четко границы свои. И самый большой подарок — это твое интуитивное вот это понимание риска. Понимаешь? То есть ты начнешь врагов видеть и манипуляторов за 1500 километров. А твоя аура, она станет настолько сильной, что к тебе те потянутся, кто готов будет играть по твоим правилам, а не ты по ихним, понимаешь? Вот главное — это вот первый месяц не сдаваться, когда все рушиться будет. Потому что это не будет крахом, это будет вот трансформация старого фундамента, понимаешь? Под новую крепость будет фундамент. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, я всегда рядом.